Здравствуйте, товарищи! Сегодня в обзоре продается автодом Лайка. Пробег 20 тысяч километров. Базовый автомобиль, чтобы вы не подумали, это Fiat Ducato. Предыдущего поколения с двигателем 140 лошадиных сил, объем 2300 кубических сантиметров. Значит, по колесам хотел сам узнать, какой диаметр. 16-й. Диски фирменные, фиатовские. Значит, планировка классическая с альковом. Сзади будет у нас двухспальная кровать, под ней багажник. В середине столовая группа и, собственно, сам альков. Значит, входим мы через дверь. Да, очевидно. Кстати, ступеньки нету. Она здесь не нужна, потому что встроенная. Она внутрь. Вот. На мой взгляд, девайс не особо-то нужный. Но вот строят автодома по-разному. Вот в данном варианте мы видим с вами, что обвес находится ниже, чем обычно. Вот. Но если взглянуть, допустим, на тот же Sunliving, который вот сзади стоит со ступенькой, ну, высота приблизительно одинаковая. Я имею в виду для входа ваших пассажиров. Значит, общая длина здесь 7,40. Большой багажник, конечно, дает вам возможность перевозить множество всякого нужного и ненужного. Сейчас мы откроем. Запасное колесо в комплекте и набор инструментов. И, кстати, можно через дверь попасть в салон и обратно. Зачем? Сложно сказать. Но бывает, что на улицу выходить не хочется, день непогожий. Зашел внутрь этого багажника через салон. Все, значит, выходить вообще не надо. Что-нибудь достать, там какие-нибудь припасы, какой-нибудь инструмент. Все внутри можно делать, прям не выходя на улицу. В общем, с противоположной стороны тоже дверь, немножко другой формы, она поуже, но тем не менее задачи свои выполняет. Можно с той стороны тоже что-то удобно доставать. Ну, допустим, чтобы не тащить эту запаску через весь салон, можно достать ее с той стороны. Тем более, если здесь еще все завалено вещами. Закрываем. Ну, само собой, есть проушины для крепления багажа, освещения и отопления от печи Трума. Вот. Еще сюда поставили розетки, кстати, 220 вольт и 12 вольт с телевизором. Ну, наверное, на случай, если захочется посмотреть телевизор снаружи. Вот. А может быть, подзарядить здесь какие-нибудь гаджеты типа велосипеда и прочего. Или самоката. В общем, но загрузка багажника небольшая, 150 килограмм. Надо всегда иметь это в виду. И арбузов с юга сюда до верха не накладывать. Значит, в комплектации мы видим, что есть камера заднего вида. Задняя стенка свободна для вашего творчества. Пожалуйста, можете устанавливать велобагажники, какие-нибудь ящики там для дополнительного багажа. В общем, все на ваше усмотрение. Автодом прошел 20 тысяч. Значит, туалетная кассета в наличии. Хотите посмотреть на нее? Я вам покажу. Вот такая с рыжей горловиной. Видели с вами много раз. Но если там заморачиваться с исполнением, так скажем, вот этого отсека, тут, в принципе, все видно. Там место немножко есть, наверное, чтобы положить сюда перчатки, но вот какой-то бутылек поставить с химией сюда уже не получится. Вот. Но, тем не менее, более-менее как-то он изолирован, этот отсек. Пожалуйста. Вот.
Сюда только перчатки можно какие-нибудь засунуть, больше места ни для чего здесь особо не осталось. Значит, заливная горловина для воды 100 литров и отсек для 2 газовых баллонов. Посмотрим. А он открыт. Два газовых баллона стоят уже на месте. Значит, обычный редуктор на 30 миллибар. Никакого доукомфорта здесь нету. Краш-сенсора тоже нету. То есть, ну, по правилам вообще нужно будет закрывать газ перед началом движения. Ну, а если вы едете в Россию, то никто вам замечаний по этому поводу не сделает. Ну, то есть, на ваше усмотрение. Хотите — закрывайте, хотите — нет. Этот бортик, кстати, откидывается вот так, чтобы баллоны доставать было легче. Но то, о чем я говорил. Краш-сенсора нет, значит, баллон перед началом движения закрываем. Ну и, кстати, вот этот один баллон ремешком затянули, другой стоит так. Ну, никуда он отсюда не денется. Че, с подводной лодки. Закрываем это хозяйство. Итак, значит, по салону давайте посмотрим. Сидушки без чехлов. Ну, то есть это такие штатные, фиатовские какие-то. Особенные сюда не стали одевать, но есть подозрение, что отсюда просто сняли заводские чехлы, скорее всего, так и есть, которые светлые были, их было жалко запускать в прокат, потому что они действительно такого из мягкого велюра, очень нежного, он, скорее всего, пострадал бы, жестоко пострадал бы в аренде. Так, значит, в комплектации Fiat у нас здесь механическая коробка передач, обычный кондиционер, держатель для ваших гаджетов, планшетов, USB-розетка, прикуриватель. Но полезная кнопка Traction Plus, про которую люблю говорить, потому что пользовался, помогает на снегу, там, на легком бездорожье, по сырой дороге. Если что, выбраться можно, есть шансы выбраться. Помощь при спуске, блокировка замка, обогрев зеркал. Зеркала все настраиваются электрически и подогреваются. Стеклоподъемники тоже в наличии. Ну, есть еще вот шторка здесь, которая закрывает кабину от лишних глаз. Вот. Ну, монитор камеры заднего вида находится вот здесь, по левую руку от водителя. Ну, если захотите что-то себе тут придумывать посложнее, чем вот этот простой магнитофон с радио, выберите, может быть, двухдиновый магнитол с сенсорным экраном, с выводом сюда изображения с камеры заднего вида. Подушки безопасности пассажира и водителя в наличии. Подстаканники, что немаловажно, потому что одного этого обычно мало. По кабине, наверное, добавить больше нечего. Значит, под сиденьями в данной модели автодома находится электрооборудование. Если заглянуть под пассажирской, там особо ничего нет, там провода. Здесь находится блок управления автодомом. Если что, предохранители смотреть нужно здесь, если вдруг что-то сгорит. Если говорить о выборе класса, то Альков, конечно, это такая непобедимая классика. Некоторые производители перестали строить этот класс, но время от времени к нему возвращаются, потому что покупатели есть на этот класс автомобилей. Для семьи, по-моему, самый подходящий вариант. Значит, по поводу гостиной, видите, значит, двое человек едут лицом по направлению движения, двое спиной. Смотрят в окошко. Здесь с помощью вот этих вот USB-розеток заряжают свои гаджеты. Для проката, соответственно, мы здесь установили уже кондиционер в потолок. Вот он стоит, к вашему вниманию. Есть телевизор и инвертор, чтобы этот телевизор можно было смотреть не только в кемпинге, но и в движении. То есть коробочка превращает 12 вольт в 220.
Нажали на кнопку, ток пошел. Еще есть даже USB розетка. Мощность 350 Вт. То есть чайники, фены включать нельзя. Вверху главное достоинство Алькова. Вот эта спальная кровать на двоих. Забраться туда можно по лестнице. Открываются люки, окна. Это фишка лайки. Два фронтальных люка, окна. Если кровать вам давит на голову, поднимаете ее, она на газлифтах фиксируется в верхнем положении. Так, значит, чехлы также, повторюсь, были сшиты специально для того, чтобы этот автомобиль походил в аренду. Походил он немножко, 20 тысяч. Подушки, я смотрю, судя по логотипу, здесь фирменные, из набора, который шел с завода. Значит, по поводу спального места в гостиной, оно здесь разбирается. Поднимаю подушку и вижу здесь просто-напросто грузовой отсек с каким-то целлофаном. Если надо, просто укладывайте сюда какой-нибудь багаж. Отсюда. Отопление от печи Трума, видите, приходит в кабину по этому трубопроводу. Вот он под днищем проходит и идет в кабину. То есть там они вдоль стены его как-то тянуть не решились. Закрываем. Значит, и нам нужно взглянуть, что у нас в соседнем ящике тогда уж. Раз уж мы начали этим заниматься, уже решили подойти к обзору, как называется, досконально, настойчиво будем снимать обзор. Тут у нас тоже дощечка. Я ее поднимаю. И вуаля, перед вами бак с чистой водой. Ну, воды нам там нету, но если заправите, сможете ей пользоваться в путешествии. Все довольно-таки просто, смотрите. Техническая крышка. Сюда, значит, опускаются трубки. Значит, одна с насосом, другая трубка отводит воздух. Значит, в соседнем отверстии у нас вставлен датчик объема, и здесь слева внизу находится крышка. То есть открываем, сливаем, закручиваем, заливаем воду. В принципе, вот техническое отверстие, чтобы почистить бак или заправить сюда воду напрямую, избегая внешнюю горловину. Но видите, так все по-простому сделано. Фанерочка такая, здесь антискользящая такая приклеена штуковина, ну, чтобы подушка не съезжала. Изофиксов, кстати, нету. Возвращаемся на исходную и двигаемся дальше. Кухня у нас довольно-таки широкая. Вот этот стол, он большой. Обычно в Адрии ставится газовая плита в один ряд, разного калибра горелки. Здесь, да, помните, адрийный такой сдвоенный модуль, газовая плита мойка. Здесь плита другой модели, от Дометика. Все три горелки одинаковые. Пьезоподжиг есть. Крышка закрывается. Но вот за счет вот этой большой, широкой газовой плиты и вы получаете также и большую рабочую поверхность. Вот. Раковина небольшая, но глубокая. Вот. Большие кастрюли с собой в этот автодом брать не стоит, потому что вот раковина как раз, наверное, размером под
большую такую семейную кастрюлю, в которой вы, скорее всего, варите борщ. Значит, здесь полки, в которые мы складываем обычно всякие припасы, такие легкие, хлеб, там, крупы, что-то такое, чтобы эти ящики не отваливались. Вилки, ложки, ящики на доводчиках. Здесь, значит, тоже все для вашей посуды и продуктов. Справа, кстати, в кухне вот почему-то решили сделать пульт управления отопителем Трума. Стоит здесь 6-киловаттная газовая печка со встроенным бойлером. Значит, рабочая поверхность в кухне подсвечивается. Ну, такая полочка для специй. Ну, ребят, интересно так выглядит. Столешница вот придает некий шарм этому итальянскому автодому. Здесь, кстати, вот редкая штука такая, вот именно высокий шкафчик, тоже можно поставить. Ну, знаете, в дорогих домах обычно вытягивается такая штуковина, и ты достаешь оттуда какую-нибудь пачку с кашей, там, с хлопьями на завтрак. Ну, вот здесь просто туда рукой пролезаешь и достаешь это все. Вот, немножко попроще. Холодильник, друзья, смотрите, вот поменьше он, друзья. Ну, не то чтобы это прям ахиллесова пята, но он все-таки не вот этот вот большой, знаете, который, ну, практически до пола. Ну, поменьше и поменьше. Вот у нас в ретро-автодоме такой вот холодильник такого размера, в принципе, хватает. Сюда поставили, сюда сложили. Морозилка довольно-таки вместительная. Но вот так вот страдать, я думаю, вы не будете. Вот, нормальный холодильник пойдет. Значит, над ним полка, предположительно, для установки микроволновой печки, а внизу под холодильником у нас тоже большие две полки. Я почему-то ожидал здесь сейчас увидеть уже печку Трума Комби, но вот нет, она будет в следующем шкафу. Итак, добрались мы до ящиков. Так, этот я открывал уже. Вот та самая печь Трума Комби. Сейчас проверим. Трума Комби 6. Немножко тут запылилась она, но все работает. На подиуме находится. Тут подходит к печке водоснабжение, чтобы грелась вода. Уходят рукава с теплым воздухом по салону. Ну и, собственно, выхлопная труба тоже в наличии. Гардероб. Вот сюда я прятал подушку, которую мы вставляли для кровати в гостиной. Здесь хватит места повесить верхнюю одежду, тем более в основном путешествуем летом, поэтому здесь таких каких-то пуховиков, в принципе, и не должно быть. Такая штука, которая должна здесь работать. Вот, но не работает, надо батарейки поменять, чтобы загорался свет в гардеробе. А так, в принципе, штука полезная. Батарейки поставил и открыл гардероб, свет загорелся. Значит, ну что у нас осталось? Значит, показать вам заднюю кровать основную и, конечно же, туалетный модуль. Кровать большая, забраться на нее можно вот по этой лесенке, по-другому запрыгивать как-то не особо будет удобно. Значит, полка, фонарики почитать. Одно окно, значит, по правому борту здесь нету, ничего страшного. Люк, полки для личных вещей. Ну и красивая такая обивка по стене с логотипом Лайка, такой прям отстроченный. Все хорошо. Есть ли какая-нибудь поддержка под матрасы? Есть, друзья, ламели, классика жанра. Ну что, смягчают. Ну и, кстати, видите, сеточка даже есть, друзья. Мало ли, если дети у вас спят, чтобы не попадали. Шторка, чтобы это все закрыть, чтобы была комната отдельная. В принципе, вот по кровати добавить я вам больше ничего не смогу. Итак, значит, вот главное достоинство этой планировки, конечно же, туалетная комната. Отдельная душевая кабина, такая довольно-таки высокая, отделанная вся пластиком. Закрылись на шторки, моемся. Значит, одновременно могут здесь люди еще почистить зубы, умыться. Но туалетом пользоваться надо будет не очень прилично. Вот, пока человек там намывается, вы тут, в общем, эти все дела не стоит, я думаю,
матовое окошко. Но если захотите посмотреть в процессе чего-нибудь, да, то можете открыть. Никто вас, я думаю, не увидит, что вы тут делаете, а вы будете любоваться каким-нибудь закатом или рассветом, вот, восседая вот на этом прекрасном белом троне. В общем, туалет Тедфорд с электросмывом. Тут рядом у вас под рукой туалетная бумага. Диспенсер, да, так называемый, короче, дозатор, как русское слово-то подобрать, в общем, мыло. И стаканчик для щеток. Зеркало большое, в принципе, нормально, увидите себя. Полочка для умывальных принадлежностей и 2 крючка для полотенец. В общем, все просто и функционально. Вот под раковиной тоже можете поставить какие-нибудь, может, моющие средства, еще что-нибудь. Модуль находится вот на таком подиуме, и душевой поддон еще выше. Вот. Это говорит о том, что он снизу прогревается, будет, в общем, ногам вам тепло. Вот такой вот, друзья, у нас с вами дом на колесах. Вот. Напоминаю, что 20 тысяч пробег. Немножко он здесь покатался. Чехлы есть оригинальные с завода, такого бежевого цвета, вот как эти занавески. В общем, пульт управления ресурсами и контроля, значит, находится над входной дверью. Включаем здесь, выключаем питание, управляем светом, контролируем остаток воды, электричество, в общем, и видим, как заряжается батарея, там, либо индикация подключения к 220 вольт. Ну, в общем, все лаконично и просто, друзья, без, скажем, лишних каких-то заморочек. Простой функциональный автодом на базе Fiat Ducato. Значит, если что, можно взять в аренду, покататься, можно, скажем, в качестве тест-драйва, да, вот. Потом, если понравится, его купить. Что говорить, классика жанра, вот, для семьи прекрасный вариант. Если что, вдруг я вам не рассказал про эту машину, обязательно спрашивайте. Если прокатитесь, машина вам понравится, то мы стоимость этой аренды включим в сумму платежа, то есть аренда у вас будет бесплатно, автодом заберете. Значит, вот запоминайте, госномер 375, можно именно эту машину приехать у нас и купить. Вот, пробег там, я сказал 20 тысяч, округлил в большую сторону, фактически там 19 300. Вот. Так что тест-драйв, покататься, посмотреть можно. Приезжайте, хоть на майские праздники берите, там или на лето. Машина в Москве ждет вас.